У нас интервью с Денисом, с Костиным. Мы сейчас поговорим, типа там, обсудим до хрена всяких моментов, да? Мы лежали в номере в отеле, ты включал музло. Ты общаешься с Даней еще? Как у вас отношения с Данечкой? И я увидел другого в Флэме. Я его мать разъебал. Это пусть она сдохнет, мать ёб, пусть ее поезд, блядь, переедет. Да Кому всосать в финале еще? Приходите следующий. Эль Классико. Алло, туда ёбаные люди на дороге, остановите их. Иди в Гамбит. Суд удалился на принятие решения. Типа, и вот 3 дня все ожидали, что же будет дальше. Я уже встаю, смотрю на него, а он не двигается. Ты помнишь, как Ваня на меня кинулся? Так, ладно, идемте, просто дадим им жестко. Типа. Данечка Данечка может нам сказать спасибо, что мы вот это кикнули. В это время поездили, понасосались, я помню. У меня сейчас в команде такие же дети. Хома самый крутой тренер из всей моей карьеры. Знаешь, такие споры, когда не жалко проиграть. Все вопросы, которые все так все спрашивают, были затронуты, и как бы теперь все знают, все как есть. Так, всем привет, ребята! Сейчас у нас будет жесткое интервью с Денисом Костиным Сейзетом. Даня лысенький, но собранный. Постараемся поговорить о жизни, о детстве, вообще раскрыть массу вообще вопросов, которые интересуют все наше комьюнити, и вообще как мы смотрим друг на друга, с Денисом, и вообще что происходит. Ребята, погнали! И остается буквально несколько секунд. Ситуация 1 в 1. Надо что-то делать. Хедшот. Отлично. Кулаки тиммейтов. Пари-матч. Играют они, побеждаешь ты. Скажи, ты родился в Москве. Да. В каком году? 9 сентября 1994 года, знак зодиака Дева. Дева. Я, кстати, помню, когда мы тебя еще Я выбирали помню команду. эту Да, историю. расскажи, чем ты вообще увлекался в детстве? И немножко давай поговорим о твоем детстве. С кем ты рос? И вот. Рос я сначала с мамой, бабушкой, потом появился отчим. Вот. У меня детство было, в принципе, обычно, наверное, для тех времен ребенка. То есть, как бы, у меня мама и бабушка занимались волейболом профессионально. И, то есть, как бы, я тоже захотелось из-за этого мне тоже пойти якобы по их стопам, также начать заниматься волейболом. Вот. И с 4 класса я перешел в спортивный класс по волейболу. Вот. Ну, до этого год занимался, да. И занимался этим, получается, до конца 8 класса, вот, выиграл чемпионат России своего года и на этом закончил свою карьеру, потому что мне уже было не так это интересно, мне больше нравилось играть в КС, и как-то меня понесло в эту сторону. В эту сторону. Извини, но такой вопрос. Ты говоришь, рос с мамой, а где отец? Убили. Убили. Ничего себе, в 90-е? Типа того. Просто что случилось? Ты знаешь? Ну да, я знаю. Ну, не знаю, просто как бы можно тут это говорить или нет, правильно или нет. Ну, можно сказать, что он спас меня с мамой, с собой. Ничего себе. Это вообще жесть. И понял. То есть он спас типа от пули, получается, или как? Или от гранаты? Да. Типа того. Мгм. Интересные появляются, если честно, необычные, неожиданные подробности. Просто играл с тобой столько лет в команде. И как-то. Хорошо. Скажи, как вообще рано, то есть ты вот рос, занимался волейболом. Сколько ты занимался, получается, волейболом? Ну, получается, 4-5 лет. И дальше у тебя пошло в сторону. Ну да, дальше типа началась подготовка к ЕГЭ, появились первые ланы уже на московские. Вот. Это во сколько лет? Первый раз на чемп я вообще попал, получается, наверное, в 14 лет. Но это и то я попал на нее случайно, то есть как бы меня еще никуда не отпускали. Мама тогда, по-моему, куда-то уехала, со мной была бабушка, жила. И
ну, то есть, когда только начала все это узнавать, у меня появились там друзья с района, с локальной сетки, то есть, и у меня чуваки поехали играть на локальный какой-то лан у нас на районе в клуб. Вот, а я пришел туда посмотреть, был мелкий совсем, и у какой-то команды просто не доехал чувак, и они сказали, кто может сыграть, кто может сыграть. Я сел, сыграл, мы там, по-моему, проиграли эту игру. Вот, и это, типа, был мой первый лан. А так, типа, более-менее уже обычный, там, как полагается, там, своими девайсами и так далее. Это было в 15 лет первый раз. Я поехал тоже недалеко клуб, но уже это как-то... Но во сколько ты начал именно играть в Counter-Strike? Это был Counter-Strike 1.6? Да. Нет, вообще, ну, именно играть, то в 1.6. А первый Во раз в сколько CS я это было? заходил в 7 лет. Мне было, 7 это лет? было да, это Сильно. было 1.4 или 1.3. Ну, то есть, короче, очень древнее. У друга в гостях, у него, да, с ботами мы играли. То есть 7 лет, это если ты 94 года, то в 2001 году ты зашел играть первый раз в Counter-Strike. Ну, плюс-минус, Ну, да. когда как раз я начинал, кстати, в это время примерно. И вот ты, получается, первый такой лан твой, он был в 14-м, тебе 14 лет уже было, да, получается? 15 лет не было. 15 лет, ты его помнишь? Да. Это вот когда чувака, получается. Не, ну это, приехал. вот этот лан я не особо помню. Я вот помню первый лан, когда вот осознанно уже с девайсами со своими, типа с чуваками своими поехал. Вот, да, это было в 15 лет. Это недалеко, на соседнем районе было. Когда ты почувствовал, что ты не просто играешь в Counter-Strike, а ты уже часть киберспорта, или что вот ты в эту сторону Ну, на начал самом смотреть? деле, было сложно вообще как-то зацикливаться и, то есть, как бы понимать, что с этим будет связана моя как-то жизнь, во-первых, потому что это не было так развито еще на тот период. Ну, просто мне нравилось то, чем я занимаюсь. Мне нравился этот процесс, эти турниры. Вот, и как бы это, как и у всех, наверное, было хобби, которым мы жили, и иногда забивая на свою всю вообще другие дела. И, ну, когда я понял, что необычный игрок, наверное, когда стал выигрывать всякие московские нон-про чемпы без шансов, то есть очень легко. Мы приезжали, там всегда, грубо говоря, там уже можно было приехать, почти сказать, спросить, какой призовой, и типа нам его могли отдать заранее. Вот, то есть когда вот так вот начали То выигрывать... есть вы были жесткой командой. Ну, миксом, мы всегда миксами ездили разными. Мгм. То есть просто как бы, да, я старался собирать сильные составы, вот, и когда вот эти чемпы начали так легко получаться, уже выигрываться, то я уже понимал, что это, наверное, какой-то пора двигаться шажок дальше. Но мне было тяжело это сделать. В 1.6 у меня, по сути, нормальные команды появились только вот уже под конец. И то, как бы, особо именно команды какой-то такой работы, прям долго, упорно не было, из-за того, что у меня родители были всегда против этого. Ну, то есть не то, что против, у меня были рамки. У меня было 3-4 часа, ну, 4 часа вечера максимум не разрешали играть, сидеть за компом вообще. И неважно что, как, то есть, как бы, в 11 вечера мне всегда обрубали инет, и, типа, тусуйся, делай, что хочешь. По какой И я причине считаю- основной они это делали? Ну, типа, нужно выспаться, школа, там, все дела, типа, много играешь в компьютер и так далее. Вот, то есть, как бы, я считаю, что вообще с такими, ну, то есть, первое время, когда у меня появился анлим времени, это когда я поступил в универ уже, это команда The Nation первая. То есть, я вообще считаю, что выйдя на такой уровень, играя по 4 часа всего в день с возможностью, это было, ну, на самом деле, это большого стоит. Эль Классико. Мгм. Ну, вот, как-то так. Хорошо. И получается, какая твоя первая профессиональная, ну, можно сказать, такая серьезная команда? У тебя же была команда? Я вот- Да, наверное, это команда, мы тогда назывались под названием ЮССР. Вот, мы попали ну, то есть мы поехали в Нижний Новгород на отборочный на MSI Beat, если ты помнишь этот чемп, который в Киеве проходил, Ну, в арене. так, соус, да. Который выиграли Фнатики с Зистом еще из Дельпана. Вот, мы поехали в Нижний на отборочный, занялись там второе место, играли против диких нижегородцев, которые, как обычно, там под всякими допингами, скажем так, мы сидели вот так вот линейкой друг перед другом лицами, и только начинается игра, рестарт, короче, чуваки начинают так орать во весь голос, короче, и вот так вот все две карты, они просто не замолкали ни раунда, и под крики рашили нас. Вот, нас зарашили, но там было такое, что за первое место давался слот на финалы, а за второе место давались бабки, вот. И как бы у меня была цель, я хотел на этот чемп больше попасть, а те чуваки, им как бы нужны были бабки. Но мы быстро договорились, что мы типа за второе место получаем слот, а им отдаем деньги. То есть вы договорились между собой? Да. Вот. И они слили вам? Нет, они выиграли чемп сам, но мы договорились, вот когда распределение призов, они типа, мы я им говорим, понял. вы даете нам слот, мы вам даем бабки. Вот. А Они сколько денег «Окей». там было? Да, понты, типа 15 тысяч рублей, по-моему, или что-то такое, или 25.
Понятно. Вот, и мы отыграли эти отборочные, у нас после этого поменялся состав, мы поменяли 2 игроков, усилились очень хорошо. И приехав на этот MSI, мы же тогда обыграли ВП в группе, обыграли Annexis в группе, не выпустили Virtus.soft тем самым. Вот, и вышли из группы, то есть, можно сказать, на мировом чемпе с европейскими командами. Это Вот какой год был примерно? Да, 11, наверное, или 12, не помню. Мгм. 11, скорее всего. Это по 1.6, естественно, все Да, происходило. да. Это была уже команда. У вас в этой команде была зарплата? Не-не-не, у меня в 1.6 вообще нигде не было зарплат. Хорошо, переходя в CSGO, да, играя уже в CSGO, потому что я тебя узнал как игрока и так заметил, когда ты играл уже в CSGO. В команде, Мгм. если не ошибаюсь, ты играл тогда Но сам. мы вас в 1.6 выиграли тогда же еще с овером на Техлапсе в Киеве. Я помню. В финале, вот, да. Я помню, что выиграли, но я как-то тогда не особо тебе обратил внимание, просто подумал, какой-то чувак, которого взяли там миксом. Это когда вы с Тазом не играли или что там? Или нет? Нет, это В когда мы... Техлапсе, когда в Киеве, по-моему, да? Вы что-то играли? Да, овер, я, Да, Дося, Хали, Да, Фокс. да, я помню, что тогда, ну, как бы какой-то микс, типа, у нас сделал Мгм. там. Ну, и как-то вообще не особо обратил тогда внимание. Я тебе вот, как-то вот ты начал выделяться, когда ты играл в CSGO, по-моему, Арчи. С Арчи вы в команде играли, если С не Арчи? ошибаюсь. Нет, The Nation, наверное, с Кибакином вместе С мы играли. Кибакином, наверное, вы играли вместе, Да, может, да, я да. перепутал, с Арчи. И вот эта команда, с которой ты перешел уже в Нави, правильно? Это был, по-моему... Не-не, Ну, вот именно можно и когда, так сказать. когда именно переходил ты в Нави, ты перед Нави играл в команде. Да, но у нас была не то что команда, у нас были игроки. Там играл ну, Арчи, типа- нет? Нет, Не нет, играл, нет, с Арчи я хорошо. никогда не играл Окей. в команде. Вот. И там, ну, мы играли типа с World ID, там, Кибакиным, Латра, Убиком. То есть, типа, это были русские игроки, вот, которые типа очень хорошо играли на тот момент. Это потому что была первая команда в CSGO, именно когда я начал в нее играть, это The Nation, именно хорошая, где нам обещали мировые чемпы, зарплату, но ни того не было, организация закрылась. Вот, и после этого мы вот собрались, типа, микс с остатков, вот я с Кибакиным У и вас была других там ребят, зарплата? Сланов. Зарплата. Нет, не было. И с этой команды тебя позвали в Нави. Да. Вот хочется подробно, чтобы ты рассказал, что происходило, какие твои эмоции были, что ты ожидал, не ожидал, и как родители отреагировали. Расскажи, как друзья отреагировали. Да, родители на самом деле не понимали вообще, что это происходит. Да, вообще, ну, то есть, типа, они не понимали вообще, ну, типа, какая команда, что, ну, круто, молодец, там, говоришь. А для меня это был полный шок, если честно, потому что я вообще этого никак не ожидал. Типа, я помню, что я стендынил за вас, когда Марик улетал, по-моему, тогда. Вот, типа, хорошо сыграл, но не ожидал, что меня позовут. Вот, и когда я узнал об этом, типа, просто ходил в нереальной эйфории, а в этот момент еще получилось так, что, не помню, как точно это было, но я помню, что в тот день, когда, не помню даже, кто мне написал, Сеня или Старикс, вот, я был в этот момент на море с родителями в Краснодаре, и у меня не было там вообще практически инета. Вот, и как вот этот весь движ пошел, я там не вылезал просто от роутера, вот так вот с телефоном сидел, мне же там звонил Зера, я помню, что-то там общался со мной. Расскажи, это очень интересно. Вот, ну, то есть, типа, вот со мной все это он поговорил, меня там поспрашивал какие-то вопросы, ну, я уже не помню детали, но помню, что я просто ходил в нереальной эйфории и просто ждал, когда уже это, если это случится, действительно, не верил, что это может произойти. Вот, и да, вот как-то так. То есть это длилось какое-то время, да? То есть это вот... День-два, да. Потом появился, я помню, как сейчас помню, что появился какой-то инсайт, типа, что меня вы берете, и меня просто, я лег спать, просыпаюсь, а у меня в ВК там пропущенных 200 сообщений, у меня эта личка была открыта, типа, и все пишут, типа, это правда, что ты в Нави, правда, что ты в Нави. Ну, я быстро закрыл тогда и все, типа, не открывал. Ну, а друзья, то есть вообще как вот самые такие какие-то близкие? Друзья, ну, именно если брать друзей вне игры, типа, тогда мне, можно сказать, ну, так получилось, что по жизни из-за того, что я поменял 3 школы, то у меня не было каких-то, знаешь, близких друзей. Типа были, как сказать, одногруппники, можно сказать, да, типа. Но друзей прямо таких по жизни, с кем я там с детства иду вместе, таких не было людей у меня по жизни. И, типа, первые мои настоящие друзья появились в универе, вот, и так получилось, что это были девочки, большинство из них, и, типа, они особо не шарили вообще, что с раскладом происходит, поэтому мне именно как-то реал-лайф друзьями не с кем было поделиться такой новостью. А с игры, понятное дело, что все, типа, Ну, а девочки пожелали. не особо понимают вообще, куда что там переходит, там, и игры, да, там.
Не, сейчас уже вообще шарят, сейчас наблюдают за чемпами, щас- следят тоже, да. Сейчас по-другому, согласен. Ну и получается, вот ты, звонит тебе там Зер или кто-то, все, ты в Нави, да, или как это было? Ну, типа, да, то, что все, меня взяли, и мы же тогда вместе начали общаться, кого пятым брать. Типа, не понимали, кого брать пятым, и вот я тогда предложил Антона, ты, по-моему, тоже смотрел его демки что-то, и в итоге как-то так мы и сошлись на этом. Кибакина. Мгм. Да, я помню. Какую тебе зарплату предложили первую, Нави? Какая у тебя была первая? На тот момент это было, по-моему, $800 в долларах, а в рублях это где-то 30 тысяч или что-то такое. Ну, под Первая 30, только зарплата поменьше. $800, да? Да. Это первая самая Или большая? нет, Что, это, маловато? наверное, Для это Нави. первая зарплата, наверное, которая после пробного периода. У меня был типа тестовый месяц там или сколько, то есть мне платили, по-моему, 500. Ну, я не помню, но около 30 тысяч рублей. Но это другой курс тогда был, и это другие доллары были. Мгм. А потом, после, когда прошел первый? Ну, 800 или 1000 была долго, как и у всех. У нас тогда у всех, по-моему, было. Ну, может, у старых там побольше, 1,5, но вот у всех, кто новых приходил, был Это какой год, получается, был? 13-й. 13-й. Да. Братан, просто время так пролетело. Да, Потом все. Мы сейчас вернемся, мы сейчас поговорим о тех зарплатах, которые потом куда они выросли. Я что-то как-то сижу, 800, 500, думаю, что-то как-то непонятно. И поэтому ты меня прямо сейчас удивил. Ладно, как ты считаешь, кстати, да, почему обратили на тебя внимание, и знаешь ли ты, что я выбирал тебя и лоббировал Ну, вообще в первую очередь? То, что прямо то, что ты лоббировал, не знаю, знал, что ты выбирал в любом случае, потому что ты как капитан. А как узнали меня, без понятия был, ну, то есть, типа, наверное, ну, как мне казалось, когда я за вас застендынил просто. Меня же, я так понимаю, Сеня звал, вы меня до этого никто не знали. Ну, и Старик знал, еще Старик меня знал, да. Мгм. Вот. А вы никто не знали, кто я, что я. И там я хорошо за вас сыграл, и, наверное, как-то это повлияло. Ну, как мне так казалось. Когда ты пришел в Нави с Кибакиным, вот к нам, да, Мгм. что ты, вот первые твои эмоции, что ты почувствовал в плане игры, в плане вот чего-то нового? Ты помнишь этот период вообще? В плане эмоций, конечно, ну, то есть для меня это вообще первое профессиональное что-либо, зарплата, команда, там, девайсы, эти вот у тебя форма, ну, то есть вообще, я помню первую свою фотку в форме Нави, я прям гордился, был сумасшедший эмоции, мы там стояли перед Дримхаком, еще вылетом к нам собирались. Но вообще это все по-новому, это задавало нереальную мотивацию и нереальную эйфорию, которая продолжалась на протяжении очень долгих месяцев, пока, ну, то есть реально. И в плане игры, вот этих деталей я уже не помню. Ну, я, казалось мне, ну, я помню, что я переживал на первом чемпионате Лани, котором мы играли первая, вторая игра, прям очень переживал. Ну, Ты нервничал, помнишь потому этот что мы лан? там- Да, Дримхак Бухарест. Он запомнился много чем мне, помимо того, что он был первым ланом в команде. Вот, но так было все супер вообще. Ну, Чем то он тебе, есть, чем он тебе запомнился? хорошими людьми в Румынии. Какими? Я уже не помню. Э, У нас открытое Ну, ты интервью, их не можно зна- говорить. Все, Да не, ну я же там начал с девочкой общаться потом, после этого турнира. У нас там А, ты долго с ней познакомился, общались. Да, познакомился. да, да. Вы Мгм. встречались. Ну, сложно это так назвать, ну, Мутили, типа того мутили, что-то. Ну да, мутили, да, да? да, детское такое что-то. Мгм. Дистанционное. Я понял. Интересно, вот так вот, кстати, мне тоже, знаешь, вернуться вот в те все Мгм. времена. Скажи, такой Я вопрос. ж Да. помню, как там, у меня даже до сих пор картина есть, это типа как мы лежали в номере в отеле, ты включал музло, мы что-то там сидели, ты там что-то мне рассказывал, потом пошли все на ужин. Ну, короче, этот чемп вот реально отложился такими, знаешь, какими-то моментами памятными в голове очень сильно. То, что мы вот как команда, мы семья, да, может, у нас всегда к этому. Да. Я даже тречок могу, сейчас не вспомню, конечно, но у меня есть трек, который я слушаю, и он ассоциируется вот с тобой, именно в той ситуации. Кстати, интересно, что это за Мгм. трек. Знаете, вы потом скину. Хорошо. Ты скинешь, мы его в этот пустим, ребята. Напишем. Скажи, почему ты считаешь, ты задержался в Нави, а Кибакин нет? Потому что Антон, наверное, не проявлял, ну, то есть у него не было на тот момент какого-то такого сильного стержня, за счет чего он мог бы, ну, то есть развиваться дальше как игрок. И с течением, наверное, обстоятельств получилось так, что на последнем турнире, самое важное, когда у нас не получалось на Дримхаке, я сыграл хорошо, а он плохо. Я думаю, что это было ключевым моментом.
Ты помнишь вот тот момент, когда мы принимали решение о кике Сени и Кибакине, как это происходило вообще? Да, помню. Расскажи. То, что это решал ты, Зера и, по-моему, еще кто-то. Ну, типа, было понятно, что после ЧПа все понимали, что есть Владислав и Ваня свободные, то есть, типа, в любом случае будет -2. Вот. Но я помню, что это решалось там на протяжении нескольких дней, там Юджин, ты, Зера решали все это, и никто не знал, это, знаешь, как суд удалился на принятие решения, типа, и вот 3 дня все ожидали, что же будет дальше. Что они там не зайдут, да, там? Да-да-да. Мгм. И тебе тяжело было, неприятно прощаться с Антоном или как, нормально? в тот момент? Да я уже не помню, если честно. Ну, по-любому было неприятно, но это, типа, я уже относился к этому не как, там, знаешь, какого-то родного человека отрывать. Ну, то есть, типа, это уже работа была, как бы, карьера, и тут уже было очевидно, что это усилит команду, то есть, как бы так. Да, когда мы взяли Эдварда и Гвардиана, с приходом ими, что поменялось? Ну, в любом случае, нам добавился firepower нереальный. То есть, как бы, Ваня тогда был в хорошей форме, крутым игроком. очень. Владислав. Владислав был топ вообще, сумасшедший Да. с ВП. Это он нам один сколько вытаскивал игр, когда мы еще даже не дотягивали до него. На его шее много раз выезжали очень конкретно. Но были вот эти приколюхи все с русским языком его. Ждали, пока он выучит все эти движухи, там, точки, как говорить, что Ты говорить. помнишь сколько. что-нибудь? Помнишь что-нибудь смешное? Да, Он говорит, ситуаций масса, но вот прям сейчас так сходу сказать, наверное, не вспомню ничего. Ну, Ну, я всегда с него ржал. Суслик, когда он еще худенький был, как он, у него же была тема, что он всегда, когда засыпает, его хрен разбудишь, если он спит. Я помню, когда первый раз он приехал в Киев, что-то первый или второй день, просыпаюсь, уже все, будильник звонит, я уже встаю, смотрю на него, а он не двигается. Я такой, типа, начинаю его толкать, а он вообще не реагирует. Я думал, что он умер вообще, думаю, что с тобой, Сусел, вставай, я уже на панике, начинаю его расталкивать, и он там с какого-то там с пятого раза только проснулся. Ну, у вас с Владиславом вообще изначально близкие отношения, насколько я помню, зародились, Да, мы очень близко, хорошо общались. Сейчас общаетесь? Нет. Да. Есть некоторые игрочки, которые, когда ты с ним перестаешь видеться на ланах, чуть-чуть, я не знаю, либо зазнаются, либо что у них в голове там происходит, но некорректно себя ведут. Не очень. Есть на несколько человек обидки. Мгм. Потому что общение сильно поменялось. Давно из-за вы не этого. общаетесь уже? Да, наверное, вот с Чемпов, когда в Москве он был, с эпицентра, там мы с ним последний раз виделись. А так, нет, переписывались с ним последний раз, когда он звал за фейзов лететь на Чемп. Я думаю, тогда. В каком году мы взяли, ты помнишь примерно Эдварда с Гвардианом? Это... В 14-м, в самом начале, ну, то есть в конце 13-го, в начале 14-го, под Новый год. Мы начали достаточно, если я не ошибаюсь, быстро набирать форму и показывать хорошие результаты. Да, мы же сразу прошли с 5-го места опять в Натике, побоялись лететь в Киев. Мы приехали в Киев, заняли сразу 2-е место на ланах, обыграв там Ашеров, по-моему, и проиграв полякам в финале, что-то такое. Ашеров На Старладере, по-моему, да? Да, на Старладере, и Мгм. Ника тогда еще со своими сербами. Да. Вот, и вот с того Чемпа, да, это очень хорошее нам дало такую уверенности в себе, что типа мы круто и реально играем, потренировавшись перед этим вообще ничего. Вот, и да, потом мы сразу же поехали на буткемп готовиться к мажору, где мы месяц сидели. Потом, по-моему, Потом провальный в мажор. день, мажор, да, когда мы летели в день чемпа на Чемп, не спав там сколько, там сидев в аэропорту, ждав пересадку, прилетев на Чемп, вечером пососав и улетев обратно. Да, я помню этот пипи. Да, но мы очень жестко, ну реально мы тогда пересидели, у нас буткемп тогда был сколько, месяц, и мы просто в конце уже не могли, уже тошнило друг от друга. От Ты КС. помнишь, как Ваня на меня кинулся? Да, Это не на том потасовку. чемпе было, это другой буткемп был, это другой был. По-моему, на том. Когда он на тебя кинулся, нет, это был мажор перед Кёльном, тоже в конце буткемпа. А, да? Тогда ж типа тогда только появился, это же был день первый ФПЛ, типа всем раздали ФПЛ, первый день ФПЛ, ты тогда сломал стул, и вот эти качели начались. Была у нас там потасовочка одна с Ваней. Забавно. Скажи, Денис, вот получается, когда мы начали побеждать? Мы же в какой-то момент, я помню, начали побеждать, и у нас была серия серьезных выступлений, да? Именно Серега еще без флейми?
когда у нас с Флэми начались победы. Вот первый... Да, именно такие хорошие результаты. Реально. Ну, то есть, типа, мы с Серегой неплохо играли, но прям каких-то таких значимых. С Серегой мы, по-моему, 1 чемп выиграли. Точнее, 2 чемпа выиграли. Это вот Да. Старладер, первый наш самый крутой чемп, когда мы приехали, ни одной карты не проиграли. Это с Флэми? И... Нет, это с Серегой. Вот она, фотка сзади висит белая, видишь, кстати? Вот тогда. Ничего себе. Да. Вот, и, по-моему, мы еще с Серегой выиграли этот, как его, гейм-шоу в Москве, чем был на 4 команды тоже. Вот это, по-моему, 2 чемпа, которых мы выиграли с Серегой без Флэми только. В 2015 году я помню, что мы приняли решение, и ты, кстати, хотел взять Егора в Флэме, и мы решили Серегу сделать тренером, да? Скажи мне, вот так спустя время, ты вообще не пожалел, когда мы взяли Флэми? Конечно, нет, это дало нам нереальный буст во всем. Ну, то есть, как сказать, это нам дало нереальный firepower и крутого очень игрока, но нам очень много пришлось не поработать, как Ты помнишь того Флэми? Сейчас я это помню безумно хорошо, потому что у меня сейчас в команде такие же дети, и как бы я сразу вспоминаю те года и понимаю, что бывает и вот так вот. Нет, того Флэми, который я, когда он приехал, и он вначале вел себя достаточно культурно хорошо, потом в какой-то момент мы проиграли игру, по-моему, в Лондоне был какой-то турнир, да, мы приехали, и я увидел другого Флэми, который начал, извините, там, ты там потом сделаешь, там, пи-пи, короче, начал хуесосить всех, кому можно, и причем там, я его мать разъебал, это пусть она сдохнет, мать ебаная, пусть ее поезд, блядь, переедет, да я иду, думаю, что вообще творится нахрен? Я помню, что ты говоришь, что нормально, это типа, это Егор, это когда рэйдж нормально, и там продолжало. А потом это начало постепенно перерастать на нас, да, то есть на нашу команду, и я понял, что мы вообще столкнулись с сильным Аимером, но с каким вообще трэшем еще вообще делать? Я помню, что у нас реально уже там до драк каких-то не доходило. Ну, у нас в составе всегда был один из таких людей, да? Трэшовых, жестких аимеров. Не, ну да, но он, ну, если смотреть на него сейчас, то реально мы были хорошими папочками и мамочками, потому что реально мы из него вырастили хорошего человека, я думаю. Ну, вообще, да. Хорошего, с понятиями и достаточно реально крутого чувака. Я тоже так считаю. Хорошо, вот мы берем Егора, и дальше начинается серия успешных там выступлений, побед. Вот расскажи, насколько ты помнишь вот эту вот историю, ситуацию. Ну, я помню, что у нас очень длинный период был на протяжении, наверное, получается, 8 ланов или 10, где мы всегда заходили в топ-4 и какие-то чемпы урывали. И среди... и из этой серии у нас было победы на 3 чемпах подряд, по-моему. На Старладере, СВЦ и, по-моему, еще где-то, если я не ошибаюсь. И в Сан-Хосе, по-моему, что-то такое. Я помню, что мы выиграли в Германии. ESL Кёльн. Ой, ESL Pro League тогда называлась первая, да. По-моему, это один из таких был первых там важных. Ну, это был вот с ним, да, это была первая такая победа. Вообще, это была с ним первая победа на лане, да. И вот я могу назад вернуться и увидеть, что мы выиграли. А у тебя там вся комната завешена? Да. Прикольно. Во сколько у тебя увеличилась зарплата тогда? 15-й год? В 2015 году у нас всех, по-моему, ЗП было 3, стало, да. И в 2015 год тут как раз-таки появились такие организации, как Envy в КС, и там поляки, еще кто-то. Ну, короче, я помню одно, что у нас была зарплата 3, когда уже там у чуваков была 10. То есть, как бы, это уже, знаешь, превращалось уже в более-менее норму, типа, много у кого такая была. У нас очень долго, как сам помнишь, были качели вообще на эту тему, там долго качали. И вот там в каком-то году, по-моему, в 16-м, нам сделали вот тоже там 8, 9, 10, по-моему. Ну, это уже сделали вам 8, 9, 10, когда уже меня как раз вы. Наверное, да. Я ждал вместе с вами. Послали, сказали, Даня. Скажи, ну мы выигрывали турниры, все равно была зарплата, были деньги, да? Как ты, тебе сколько, получается, лет это было? Тебе сейчас 21, 22, наверное, где-то так.
20, 21, 22, да. Как так. чувствует парень вот себя с бабками? Это ж хорошие бабки были, правильно? То есть Вообще крутые, то есть, типа, Да. стикеры плюс с чемпионатов там, то есть, ну, деньги реально были на тот момент очень хорошие, и, ну, я как бы старался всегда откладывать их, ну, вот у меня была мечта и цель, это своя квартира, причем не просто квартира, чтобы была именно, а мне хотелось, чтобы я вот, всегда у меня была цель, чтобы я вот, приезжая с чемпа с нее, заходил, и в ней было все идеально, как я хочу, вот с максимальным раскладом, кайфом, как мне нравилось. и ты купил Да, да, да. одну квартиру. Нет. А сколько? Интересно. Две. С денег, с КС денег, правильно? Да. Интересно, понимаешь, надо же как бы уточнять. Это Налоговая? Нет, какая налоговая? Нет, одна квартира это как бы такое, а две как бы лучше, правильно? Хорошо. Как раз переходя к мажорам. Первый финал. Вообще, вот ты помнишь этот мажор? Что там Да, очень происходило? хорошо помню. Тогда Расскажи, же у нас пожалуйста. вообще были первые расклады, тогда у нас с командой, типа, тогда у нас поднялся вопрос замены тебя и Вани. Вот, не помню, с чем это было связано, по-моему, это после провального выступления в Дубае. Да, мы херово сыграли в Дубае, прилетели домой, начались вот эти расклады, качели. И благодаря Юджину у нас там, я помню, весь день мы сидели в ТС, там по 3 часа там Каф заходил, Юджин, там, по-моему, ну, Зера, по-моему, не было, или был Зера, не помню, короче. Вот, там очень долго все мы общались, в итоге Юджин смог сохранить команду, состав, но мы решили, что ты будешь просто игроком, а Серега будет сзади капитаном. Типа он вот в Дубае якобы тогда мы когда поплыли в конце, в последней игре, ты уже там особо не колил, типа тут Серега сзади включился, начал колить у нас со спины, у нас типа мы там чуть камыч не дали на кобле сумасшедший из-за этого. Вот, и мы типа в Серегу поверили, такие, вот давай, Серега, будешь теперь, попробуем новый метод будем ставить. Мы же первые тогда так делали. Начали. И реально нам это очень сильно дало, очень круто. То есть, как бы Серега справлялся на тот момент, то есть делал все реально круто. Ну и как показывает практика по итогу, показала, что реально со спины очень просто это делать, когда ты не отвлекаешься ни на что. И мы очень круто, ну, как будто, не знаю, получили свежий глоток воздуха какой-то. И первым же чемпом, после того, как мы поменялись, там Серега нас тренировал, был мажор как раз-таки, на котором мы дошли до финала, хотя никто нас вообще туда не собирался ставить. То есть как бы мы не были претендентами там, на победу, там, на выход. То есть мы были такие топ-8 с неким андердогом. Вот, а мы очень круто там сыграли в классическом нашем финале. Первая карта 16-14, тупо отданная, там, когда ведешь на трене за ГТ 13-9 или 12-9-1 в 3 раунда, хэппи с верхнего тогда с хаешечкой. Вот, и вторая карта, ну, тогда и по морали, конечно, и, ну, просто на кобле они были реально лучше нас. То есть, типа, я как сейчас помню, помнишь же, тогда вето было таким образом, что последняя карта выпадала рандомно из оставшихся? Вот, а третьей картой тогда был выбор, там, Даст и еще что-то, и упал Даст, а типа на Дасте мы просто разбили всех, и типа Энви там уж чуть ли не плакали, почему Даст третий. В итоге не дали нам до Даста дожить с ними. Ты сильно расстроился после проигрыша того? Да, ну, сильно, но не прям вот тилт был. Типа я расстроился реально, потому что такая же возможность была, но реально. Ну, то есть из-за того, что нас в последней карте прибили, не прям уж так, знаешь, расстроился, потому что это вообще не ожидал себя там увидеть на этом турнире, но сыграл хорошо там, но реально расстроился, но не прям супер сильно. Мы там прикольно поговорили в комнате, потом после чемпа зарядили себя на дальнейшую работу и, ну, то есть отпустили эту ситуацию. Потому что, наверное, мы не планировали туда попасть. Ну да, мы не были фаворитами, мы сами не планировали, что мы там окажемся, то есть, по сути, мы стреляли выше своей головы на тот момент. Какие эмоции? Я просто помню, да, это, по-моему, Клужно-Пока, да, сцена. Какие эмоции ты тогда испытал, когда выходил на сцену, помнишь? Когда мы шли Вот перед финалом, да, по этой дорожке мы шли, у меня прям улыбка не сходила. Я пытался максимально, потому что я стоял что-то первый, я пытался максимально спрятать улыбку, типа, что я серьезным лицом иду, но у меня это не получалось, потому что я шел, у меня была улыбка до ушей, и ну, то есть меня всегда всю жизнь именно заряжали жестко на матче как раз-таки вот эта сцена перед публикой, выход. Некоторые, наоборот, типа, переживать начинают, а меня это, наоборот, расслабляло всегда и заряжало тем самым. То есть, когда вот я играю на сцене, я не начинаю бояться, наоборот, меня это заряжает, и я начинаю от этого лучше играть. Вот, я шел, заряжался. Ты, короче, кайфовал, да, получается? Да. Через полгода ситуация, к сожалению,
повторяется. Через Это полгода было уже? Примерно через полгода, да, был чемпионат в Колумбии, мейджор. Это в апреле, получается, был, а чемп был в октябре или ноябре. Ну да, Ну примерно да, там плюс-минус полгода, чуть больше. Да. Мы все Там смотрели, мы ситуация- все пробивали, когда готовились. Скажи, как вообще, вот, блин, ну просто я не хочу свои эмоции, потому что я говоришь ты, естественно, но вот что ты испытывал? Вот, во-первых, это был первый мажор на миллион, по-моему, да, который объявили. Да, это был первый миллионник мажор. Это самый серьезный такой турнир. Во-вторых, это сцена безумная, да, где было просто немерено людей. В-третьих, какой мы набрали темп, да, во время турнира. Ну тогда, типа, мы же за буквально 1,5 или 2 недели до этого выиграли чемп, не помню в каком городе, в Сербии, по-моему, или не в Сербии, в Хорватии. Ну, короче, где-то там, у австралийцев в финале тогда. Да, я помню. И я как сейчас помню, мы типа выиграли этот чемп, прилетаем домой, играем первый же день с прилета Праки с Фнатика. У нас типа с Фнатиком всегда, помнишь, типа нас там всегда мутузили, типа мы там 10 брали и довольны, о, нормально, в хорошей форме. А тут мы типа прилетаем с чемпа, мы их обыгрываем на 2 картах на Праке. Мы такие, нихуя себе, мы в жесткой форме, типа. И вот, и мы начинаем готовиться к мажору, и приезжаем на мажор, не проигрываем никому вообще карты до финала, причем не просто не проигрываем, а мы реально убиваем всех в хлам просто. Мы там остались в полуфинале на Дасте, загоняли в респе в последнем раунде, там Девайс плакал, лежал на сцене. Вот, и да, вот это до сих пор, наверное, тут- является, наверное, останется самый вообще, ну, то есть, тилт после проигрыша такого финала, ну, то есть, я не знаю, что должно произойти в моей жизни, какой чемп я еще должен всосать, и как я его должен всосать, чтобы тилт был больше, чем тогда. То есть, реально, 3 дня просто не существовало меня. То есть, я вот ходил в такой прострации, знаешь, как будто мир умер, и я не знаю, что происходит. Это был пиздец, да, я помню. Как ты считаешь, почему проиграли финал? Как всегда, не готовы психологически были. Ну, то есть, как бы мы проиграли на первой карте в борьбе на допах, и мы тогда не были готовы. Из-за того, что мы шли, и, возможно, из-за того, что как раз-таки нам очень легко дался этот путь, и нам ни с кем не пришлось, так сказать, побороться именно на каких-то волевых качествах, характерах, не затащить какие-то сумасшедшие игры, а все игры нам давались легко, и поэтому мы не были готовы к тому, что мы можем проиграть очень обидную игру, нереально обидную. Вот. И проиграв ее, мы просто не смогли прийти в себя. Ну, то есть проиграли психологически 100% только, потому что по форме мы были намного круче бразильцев, и мы были явно фаворитом, что и доказал следующий чемп после мажора, когда мы приехали, прошли финал, а Люминоси не вышли из группы. Хочется плакать сейчас. Можно слезы такие нарисовать просто? Да нет, тебе что плакать, ты свой забрал. Ну, я те эмоции, которые переживал, то, что ты рассказываешь, они же были Да нет, ну тоже. да, конечно. Я был еще, понимаешь, старше. Я думал вообще в тот момент, что это, блин, last chance там какой-то или еще. И такой, понимаешь, шанс, и так мы круто Сладкий играли. залем, да. Не, А, реально, мы по форме ты- были лучше ты- любой команды на том чемпионате. Ты помнишь, как после первой карты Флемини вышел с Да, нами помню. на улице? Так это ж классика, в Клюже он тоже не вышел. Есть даже видео, где, типа, я сижу вот с таким лицом после проигрыша на трене, а он тоже там сидит, закрылся, типа, мы все вышли курить, он остался также в кабинке. То есть это как бы классика финалов мажора была чуть-чуть такая. Ты почувствовал после первой карты, что на второй напиздец? Что ты испытываешь? Мы взяли там, напоминаю, 2. Нет, ну прямо я не знал заранее, что нам точно Но когда мы начали играть в Оверпас, где-то спустя 5 раундов я понял, что, блядь, тяжело нам будет. Дела плохи, да? Пройдя этот мажор, несмотря, мы продолжили играть дальше, и у нас была серия финалов. Тех финалов, которые мы успешно... Это был марафон, назывался «Кому всосать в финале еще? Приходите следующий». Мы типа были в финалах во всех, но всегда проигрывали разным командам вообще. Ну, то есть не было одной команды, которой мы всасывали подряд 2 финала. Всегда это была новая претенденты, так сказать, дать нам Новая пососать. команда. Как ты считаешь, почему так это было? Что вот? А я думаю, что это как раз-таки связано с тем, что мы не смогли закрыть вот этот очень важный финал для нас, как в плане мажора, как в плане вообще чемпионата, то есть вот это поставить ее точку. И я считаю, что по психологии как раз-таки мы очень сильно в этом плане проиграли на дистанции по итогу. Из-за того, что мы, не поставив эту точку, мы не смогли почувствовать и научиться закрывать турнир. И мы всегда боялись сделать это. И из-за этого мы все финалы проигрывали, как по мне. Но, тем не менее, мы
И вот я когда общался с Золотаревым, да, там вспоминали эти времена у команды, были неплохие результаты в целом, если брать. то Да, есть, были. мы даже- Ну, сейчас мы понимаем, что это были очень хорошие результаты, смотря вообще на то, что происходит сейчас в КС и последние И лет. первое место мы одно время занимали на ХЛТВ за счет того, Недельку что были, да, Да в больше, апреле. по-моему. 1 апреля, по-моему. никому не верю. Нас поставили, непонятно. Хоть вы вторые, но вы первые. Когда пришла идея, вообще вы разговорили вы кикнуть меня? По-моему, это началось все после Кёльна. После в Кёльн, да. Как это было? Как это было? Сейчас Сложно вспомнить детали прям какие-то, но я помню, что основная проблема была для всех тогда, что ты больше уделял внимание своим каким-то бизнесам, съемкам, вот этим проектам, там, ПК своему и так далее. То есть мы видели, что ты не прям горишь игрой больше, а больше как раз-таки вот эта тема тебя это больше забавляет. И мы тебе это говорили, как ты помнишь это, ты на какое-то время менялся, и потом снова мы видели, то есть твою тягу больше в другую сторону к этому. Вот. И после того, как мы проиграли Кёльн, заняли 8 место, начались уже, по-моему, какие-то такие разговоры. Ну, на уровне разговоров, опять-таки, кто что думает и так далее. Кто разговаривал? Давай уже скроем карту спустя время. Да, по-моему, карта уже давно все вскрыта, уже нечего терять. Я не знаю, кто, о чем, как кто говорил, Да. кто. Да не, я же говорю, время на самом деле прошло очень долго, я тебе прям таких деталей, что там разговаривать. Ну, то есть кто, понятное дело, это я, Егор, Владислав, Серега. Мгм. Вы четвером. Ну, в команде был еще Ваня, и все, да, получается, все, да. Ну вы впятером, без меня с Ваней общались? Не, Вани не было, я вспоминал, кто еще в составе был, никого я не забыл. Как это происходило? Вы собирались где-то в комнате и общались? Да не, это, знаешь, типа было просто изначально это на фоне просто разговоров, типа, а вот если бы, типа, что думаешь, там просто, знаешь, там сидев внизу в баре после турнира, там, на каком-то авторпате или что-то такое. Ну, то есть именно конкретно таких, знаешь, типа серьезных сборов и обсуждения этой темы не было нигде до E-лиги. Ну Типа, понятно, это всё было на ну, таком понятно, уровне. но на таком уровне, то есть, ну это разговорчики, что думаешь, и вот как кто что говорил, кто что думает, вот. Что Ну, типа, с тем. я как и говорил, типа, так и есть. То есть, типа, все как-то, ну, были больше за эту идею. И, то есть, типа, всех был против только, наверное, ну, то есть, с Ваней даже не обсуждали этот расклад. А замена на Симпла сразу была? То есть, если вот убирать меня, сразу был в голове Симпл или кто-то был еще? Да, только Симпл, других никого не обсуждалось. И какая должна была быть стратегия? То есть убрать меня, если что, да, получается? Ну, типа, что да, что он становится вторым авиком, и Рифлер, Ты должен быть Серега типа, капитан за день. Ну, ты типа как помощник капитана, по сути, правильно, в игре? А он Ну, типа, да, основной. получается так. Мгм. Мгм. Ну, типа, основной упор был, типа, что Серега сзади капитанит, типа, 5 жестких чуваков, которые типа, индивидуальные, и все, и так и катаем. Мгм. Это после Кёльна. Затем мы прилетаем в Атланту. Америку, в Атланту. Мгм, на месяц, да. Надолго мы туда прилетели, где мы поехали На месяц, кататься, да. кататься на Да, да, тачками. Во-первых, помнишь ли ты, какая зарплата тогда была у нас? Это была, по-моему, около 6, да? 5-6, по-моему, что-то такое, 5-6, да. Да, и должна была быть как раз через месяц десятка, там, или Мгм. что-то такого плана, да? Если не ошибаюсь. Мы же, да, у нас же новые контракты мы переподписали, как я помню, перед мажором на буткемпе, когда мы в отеле жили. Помнишь, и тренились там? У нас была комната своя, типа мы там жили в отеле, Да. вот. Туда же приезжал Зера с Золотарем, типа мы обсуждали все это дело, и вот, да, там мы все и решили. У меня такой вопрос. Я помню, когда мы взяли эти тачки, да, когда мы начали ездить, и я почувствовал от тебя и от пацанов как бы в меньшей степени, но пацаны как Ну, бы... от меня они больше всего. больше от тебя, да. Такой вот, ну ты, наверное, это помнишь, знаешь, да, такой вот холод, такую какую-то, и вот такое отношение, которое я вот почему-то, вот я так как бы думал, что мне казалось, этот холод, и вот такое, знаешь, какое-то вот, типа, да нет, там, отстань, там, или еще что-то, знаешь, в каких-то ситуациях, когда ты обычно нормально, мы лайтово общаемся, ну, типа, как бы даже не словами отстань, а вот поведением. Не, я понимаю, о чем ты говоришь, Поведением, да. я И я вот понимаю, помню четко ситуацию, на которую я очень жестко обратил внимание, когда
У нас же было 3 тачки, мы взяли Мгм. тогда Porsche Cayman, да, Camaro и Corvette. Мгм. Три Мгм. крутых тачки, они еще такие разноцветные. У нас желтый с Ваней был Porsche, красный там с Да-да. Владиславом, мы старый взял только Corvette, и мы уж погнали там 300 миль. Колесить, да. Да, колесить. И ты такой, типа, я хочу посидеть в этой тачке, потом я хочу посидеть в этой тачке, а потом мы говорим, типа, иди ко мне, типа, Porsche двухместный. Ты такой, нет, типа, я не хочу, и не пошел ко мне. И я вот обратил внимание на то, что ты, получается, как знаешь, типа, я с тобой не хочу типа, Отсторонился, сидеть, как бы, да. отсторонился, да? Почему так? Что ты Да на происходило? самом деле нет объяснений, просто повел себя как маленький ребенок, наверное. Ну, и это было связано и с тем просто... Это было, наверное, по большей степени из-за этой ситуации, я так не сел, но еще это связано, опять-таки, было с твоим, иногда, сам понимаешь, халатным отношением к некоторым, типа, серьезным ситуациям. Типа, вот как тогда на дороге. Мы же ехали на 3 тачках, типа, ты же помнишь, когда менты нас остановили, из-за чего они остановились? Потому что мы, типа, едем спокойно, а ты там хуяришь, блядь, по трассе, блядь. И там кто-то набрал, алло, туда ёбаные люди на дороге, остановите их. Вот, Я но что-то не очень верю, что ты именно из-за этого не сел. Нет, я говорю, основное было, да, что ну просто на самом деле нет оправдания, типа я сейчас это уже давно проанализирую, понимаю, что я вел себя ужасно некрасиво, типа, и как ребенок в первую очередь. Ну, ты таким Вот. образом хотел, типа, как бы показать, что, типа, блядь, Не но не хотел с ничего тобой. показывать, ничего не хотел показывать тебе, это, знаешь, какая-то, даже не знаю, как описать, может, обида или какая-то неприязнь из-за того, что, типа, вот так все складывается, ну, сложно передать это и описать как-то словами, но вот как есть, вот так, да, было как-то. Мгм. Как есть, так есть. Я понимаю, мы просто как бы понимаем хронологию событий. Затем мы вернулись. Я помню, ты помнишь этот разговор, который я зашел, как это было вообще? Расскажи. Нет, детально не помню. Я помню только вот когда мы внизу собирались в отеле, вот в этой Нет, когда я комнатке, на первом подошел. этаже под лестницей. Вот на лестнице, да. Когда я первый Нет, я завел только вот разговор. помню сам образ, типа, что как мы общались сначала внизу, потом мы общались в комнате, типа, а вот именно каких-то деталей, типа, не особо помню. Ну, я помню, что я после этого, всей этой поездки заподозрил что-то и подошел к тебе, начал разговор, типа, говорю, почему ты так себя вел, я спросил, что это такое, ты такой сказал, типа, там тебе показалось, там что-то так, мы поговорили, то есть не было разговора о том, что есть какие-то проблемы. Мгм. Вот как я запомнил. Затем мы приехали, сели играть, и мне написал вот мой товарищ, типа инсайт, что тебя хотят типа кикнуть. Вот он мне Мгм. написал этот инсайт. Может быть, если бы он мне не написал, все по-другому сложилось. Так фишка в том, что, типа, что меня поражало, до сих пор поражает, не было принято на тот момент, когда тут пришел к нам, типа, не было принято какого-то уже четкого решения, что, типа, мы там убираем тебя, берем Симпл, или вообще делали мы замены, типа, тогда это вот было на уровне, опять-таки, обсуждений, но чуть более таких серьезных, но не было такого уже, знаешь, типа, все, давайте там бреем его, сейчас чем доиграем, не рассказываем, то есть еще ничего не было решено. И когда ты вот к нам пришел, вот тогда, типа, что происходит, типа, я чуть в шоке был, потому что действительно это знало вообще, ну, то есть знал вот этот узкий круг лиц, и как о нем вообще этих раскладов всех кто-то узнал другой, непонятно. Ну, ты видишь, как у нас сливаются настолько Очень быстро, да. инсайдики За работают. секунду. Да, я, честно говоря, помню, что у меня прям тогда задрожали руки, я прям очень сильно начал нервничать в тот момент. И поэтому... Ладно, ну, потом была у нас разговор в комнате, который я хорошо в книге описывал, очень так достаточно интересно, в котором... И тогда вот вы собрались, пообщались и приняли решение, что вы меня кикаете, правильно? Да, по-моему. Мы же тогда еще, помнишь, Юджин пытался нас остановить, вот как-то вот сделать. Но тогда он пытался остановить, но не как это было тогда в первый раз. То есть, типа, тут не было уже особо, знаешь, какого-то такого, типа, не то что рвения, наверное. Ну, то есть он, наверное, понимал, что тут уже ничего не поделать с этим. Наверное, не знаю. Но я просто помню, как он жестко сейвил наш состав вот перед Клюжной полкой, и он засейвил его, типа, и вот тогда он просто уже такой, типа, ну окей. Вот так это как-то было. С моей стороны, мне так казалось. Смотри, в тот момент, я знаю, то есть, получается, там был Ваня, который был против, но он особо ничего не сделал. Да, Мгм. то есть он просто, типа, я, типа, скраю, но я не хочу, чтобы он уходил, да, Мгм. хотя тут уже... Владислав еще сомневался немного,
Правильно? Он сомневаться начал, когда у нас начался разговор лицо в лицо. Он тогда начал только сомневаться. А за спиной он не разомневался. Нет. Ну, я знаю, что за спиной там и другие личности по-другому говорили, когда лицо в лицо там Лэми, который под одеяло спрятался, торчала до голова. И ладно, хорошо, чтобы это все не мусолить. Когда вы, вот мы были командой тогда в рейтинге, 3-4 место мы занимали в мире. То есть вы подумали, что сейчас мы убираем Даню, берем Симпла, который тогда очень выделялся, да, своей жесткой игрой, и песня польется. Да, наверное, нет, тогда просто, знаешь, как было не то, что просто очень много финалов, реально, сам знаешь, сколько мы их проиграли, и сейчас понимаешь, типа, это круто, реально, ты играешь в таких финалах, такая, типа, стабильности не хватает чуть-чуть, типа, реально, и, ну, на тот момент казалось, вот, ну, то есть, это, наверное, не знаю, что было, как сказать. Надо что-то менять, кто-то виноват, да, то есть, надо кого-то найти. Не то, что что-то менять, ну, то есть, да, и это, и просто всасывать финал хотелось, ну, то есть тогда было какое-то нереальное рвение, типа, хотелось, хочется быть первыми уже, типа, мы все не можем, и на тот момент казалось, что, типа, решение этой проблемы будет взять жесткого, типа, чувака, усилиться. Ладно, вы меня кикаете, я помню, кстати, кто не знает, этот вечер, когда я сижу в баре, настроение просто убито, вообще кошмарное. И приходит, ну просто так мы уже заговорили, эту историю вспомним, извините, скажу. И пришел Старик, ко мне сел, обнял, такой говорит: Даня, и он такую фразу сказал, вот вы не поверите, это просто вот к чему. Он сказал: Даня, не переживай, знаешь что, иди в Гамбит. Причем Гамбит тогда были там очень-очень где-то никто, да, очень-очень далеко. Я думаю, что ты до меня доебался, мне так плохо. Какой Гамбит, блядь? И в итоге, видите, какие вот слова, куда они меня завели. Серега пророк, по факту. Ну, получается. Ладно, смотри, все, меня кикают, вы берете Симпла, и вы выигрываете Нью-Йорк. Да. Нет, не так было. Мы берем Симпла, выходит правила тренеров сразу же через неделю или две после отпуска. Это ответочка от Зевса. Да, Зевс набрал Вальву. Алло, можно подъехать, пацанов? Да. Проходит 2 недели, объявляют правила тренеров. Мы приезжаем на первый чемп в конце августа на StarLadder свой. Все его просто забыли из-за Нью-Йорка, из-за того, что мы выиграли. Но первый чемп у нас был не Нью-Йорк. У нас первый чемп был StarLadder, где мы пососали Тайлу в группе, где еще можно было тренеру разговаривать. Серега тогда разговаривал, капитанил сзади. И проиграли Астралис на допах. И мы типа из группы не вышли на первом своем чемпе. А вот вторым чемпом уже был Нью-Йорк. Который вы там затащили там бешено и выиграли. Какие первые впечатления от прихода Саши? Ну, как и, наверное, у любой нормальной команды, типа, когда чувак приходит в команду, он себя ведет как панька, все хорошо, типа, на энергии, но длилось это недолго, у них там расклады с Серегой уже начались, по-моему, там спустя 1,5 недели или 2, какие-то, ну, типа, у них сразу не заладилось все, потому что Серега, типа, же такой Как розовый, это выглядело? Как это выглядело? Да, я не помню, честно, детали, мой мозг так Примерно. Да, примерно, ну, типа, да в игре он что-то ему говорил, типа, сыграть так. Ну, не хочу сейчас придумывать, потому что я реально не помню. Ну, то есть просто из каких-то там игровых раскладов, жестких ответов Сани. Хорошо, потом проигрывается StarLadder. Какая атмосфера вот на эту команду? Да, на самом деле мы это особо не парились, типа, из-за проигрыша на этом чемпе, потому что мы понимали, что это первый чемп с Симплом, он плюс перенервничал на вот этой карте, старались, он там сыграл очень плохо, там хуже всех на сервере. Вот. Ну, и мы понимали, что, типа, просто первый чемп, нужно, как бы, привыкнуть, раскрепоститься, не переживать, и, типа, все будет нормально. Я понял, то есть, ну, такого, каких-то проблем особых не было, ничего такого жесткого не было. Да, все было Дальше нормально. у вас, получается, Нью-Йорк, который вы тащите безумно, я помню, это победа, по-моему, с поляками в финале играли, где были там допы, ну что-то там пиздец какой-то Ну, происходил. типа, первую карту проиграли в хламе на Кобле, вторую карту выиграли, их уверен, довольно-таки на трейне, и да, и третья карта, допы, Мираж, там, со Скарами в конце, там, прям урвать этот раунд. Когда вы выиграли этот турнир, что вообще происходило в команде, какая атмосфера, что чувствовал ты, и было ли такое чувство, что, блядь, да, вот, типа вот. Чувство в любом случае, наверное, по-любому было, типа, да, вот, потому что это, наверное, был
Единственный чемп именно вот реально крутой, очень крутой. Типа давно мы не выигрывали таких крутых чемпов. И это был действительно очень классный чемп. Типа выиграли вот так вот на морально-волевых его. Типа все круто играли. У меня это первая победа была капитана также. Ну, причем тот чемп очень сложно мне дался в плане даже физически, потому что каждый день я просыпался там в 7 утра, я взял с собой ноутбук в Америку, качал через интернет отелевские демки, типа готовил план на игру, типа приходил Старикс, мы типа с ним вместе советовались, вот, то есть вот по такому режиму мы работали, типа, и тогда это реально работало круто. Вот, ну, типа, я чувствую, что у меня есть общее понимание с Серегой, одинаковые мысли. Но, ну вот, мы сыграли Нью-Йорк, выиграли. Я помню, что еще тогда у нас Юджин сказал, что если мы выиграем этот чемп, он побреется на лысо. Мы потом на следующее утро после чемпа, там не было никакого ни автор-пати, ничего, потому что мы закончили там, по-моему, в 4 часа ночи по местному времени или что-то такое. Там вообще crazy время было до конца чемпа. И мы перед вылетом все вместе пошли в парк какой-то соседний, там, и вместе на видос брили его машинкой. Потому что он сказал, что если мы выиграем, побреется, да. Я помню. Юджин тоже там был счастлив, там был там пиздец. Да были счастливы, наверное, все тогда, да. Ну, недолго музыка, так сказать, играла, да. Что Ну, началось в плане потом? победы. Что началось потом? Вот попытайся окунуться вот в ту атмосферу, потому что ты сам знаешь, что там потом началось, куда это все вело. Команда начала опускаться, и первое, по-моему, у вас начали проигрыши происходить, да? После Нью-Йорка у нас следующий турнир, мы в интернете проиграли, нам не хватило 3 очков, чтобы выйти в Бразилию на SL Pro League One финалы. И в этот момент мы были на буткемпе в Москве, в отеле перед Эпицентром. Вот, мы на Эпицентре вышли из группы с 1-го места, при этом у всех команд было одинаковое количество очков, мы по раундам там вышли по воле, вообще, там, мы понимали, там, мы помню, как сейчас играли с Непами Нюк, и играем последнюю карту на чемпе, и мы понимаем, что нам нужно на этой карте, которую мы не играем вообще, урвать каким-то образом 9 раундов, тогда мы выйдем с первого, и мы просто за каждый раунд там грызлись. Вот, в итоге выходим в плей-офф, проигрываем, по-моему, там Дигнитсом 2-1, тоже закомбэчив там какую-то сумасшедшую игру на оверпасе, вот, и тогда уже начались как бы проблемы. Когда первые сигналы пошли, кто их создавал? Ну, первые расклады начались у Сереги с Саней. Вот. Ну и вообще Саня на тот момент был очень как бы сложным человеком, с которым было очень сложно работать. То есть как бы тогда он совсем не фильтровал свои слова и вообще все, что он говорит. Вот, и на тот момент мне даже казалось, что он какой-то, можно сказать, был энергетический вампир, то есть как бы он своей вот этой токсичностью типа заряжает себя и играть жестче от этого. Ты помнишь, Вот. ты помнишь пару, можешь вспомнить пару каких-то вот жестких ситуаций? которые были? Жесткие ситуации были жестче, жесткие ситуации были уже в следующем году, типа после, например, мы играли игру с Маузами на DreamHack Лас-Вегас. У нас тогда мы чуть не, ну, то есть я не помню, какие там расклады были, типа, но уже почти дошло до того, что там я и пацаны сказали, что типа вот мы не будем играть с Саней, типа, потому что он нам заруинил игру тем самым, что он пришел не в настроении на первый матч наш на чемпе в Лас-Вегасе, и мы проиграли Маузам, типа там с каким-то счетом, он просто всю игру машинил как сумасшедший, просто орал там дичью какой-то, ну то есть было играть вообще невозможно. Вот, и вот у нас тогда Старикс еще был. Да, тогда Старикс был в Лас-Вегасе. Это... Да, Старикс был в Лас-Вегасе. Вот, и тогда вот у нас был тоже жесткий разговор в номере, потом 3-часовой, типа просто там сумасшедший. В итоге мы как-то этот расклад, я уже не помню детали, разрулили, что все осталось как прежде, типа Саня были такие ситуации, что чуть-чуть. кто-то кому-то Саня, там кому-то или Саня, кто-то да, светлит лицо. До такого уже чувствовал, что доходило? Ну вот, да, тогда могло быть, да, вот с Серегой тогда у них расклады были. Я всегда просто всегда представлял, что он на сцене, просто если это будет, понимаешь, этот махач. Ну ты, я как я знаю, был ты первым прецедентом, кто мог это сделать. Вот, и типа мы сыграли DreamHack Лас-Вегас, поехали в Катовицу, там мы вышли из группы, проиграли первую игру в плей-оффе Астральсом, по-моему, и тогда уже начались разговоры там между Юджиным, Золотаревым, что нужно типа менять Серегу, вот, и типа после этого чемпа они им сказали, что они его меняют. Вот, ну и Саня, я так понимаю, тогда повлиял на это. Потому что в первую очередь у них с ним расклады были. А что, они жестко цапали, жестко ругались? Ну, я знаю, Серегин характер, он, конечно, тоже... Да,
Все, ну, типа, да, цапались они в первую очередь. Ну, типа, поэтому замена-то и произошла Сереги. На самом деле, я был тогда не особо хотел этой замены, потому что я понимал, что, типа, Старикс мне дает очень много, ну, то есть, как тренер, типа, ну, у меня была с ним синергия в плане понимания игры. Вот, и я был очень против этой замены, чуть ли я вообще не думал, что с Флейми, типа, что там как-то попробовать бойкот устроить, там, типа, уйти за Серегой, что-то такое. Но в итоге мы не решились на это. Вот, и пришел Энди. Жалеешь об этом? Что Серегу по тогда не поводу- оставили? Нет, это ничего бы не порешало. Потому что проблемы были дальше. Если бы убрали Серегу, проблемы бы решились, то было бы очевидно. А так, как бы, все, что было, то и осталось. Атмосфера была долгое время, постоянно говняная. Всегда, да. Ну, то есть, типа, она была всегда во время игр плохой. Она есть- была хорошей только в реале. То есть в реале вообще все люди совершенно другие, в реале все классно, все друзья, все хорошо. Как мы заходишь на сервер, все, это какие-то другие люди становятся. Короче, вы убираете Серегу и берете Энди. Да. Что Ну, происходит? Энди был аналитиком, тогда он стал капитаном, ой, тренером. Что происходит дальше? Дальше первый турнир с Энди мы играем, получается, это StarLadder в Киеве. Ну, типа, в чем проблема была и в Гамбит тогда, Энди? Ну, то есть, как бы он, точнее, тогда он больше был теоретик какой-то, но в игре он как бы не мог мне никак помочь, грубо говоря, там какой-то сложный раунд, там пауза, кол, типа, мне нужно услышать какую-то подмогу, типа, какой-то кол крутой. А там, типа, какие-то больше, знаешь, такие психологические, там, типа... У Сани были конфликты с Энди? Не, они очень хорошо общались, они, наверное, ближе всех были в команде на тот момент. Хорошо, когда ты почувствовал, что мы не мусолили там сейчас и дальше все эти турниры, когда ты почувствовал на себе вот это вот давление со стороны Сани, какие у вас происходили, начали конфликты, и, наверное, когда ты почувствовал давление со стороны комьюнити, потому что оно было все-таки в любом случае. Да, давление со стороны Сани именно на меня, ну, было, конечно, бывали моменты, но это больше давление создавалось мной самим, потому что мне было невозможно, мне было очень сложно играть так, когда вот такие расклады когда они происходят, когда вот это неспокойствие, какая-то машина, то есть как бы для меня и так новая роль капитана, то есть мне и так это сложнее все дается там продумать, что, как, еще мне нужно успокоить справа чувака, который машнит, слева вывести чувака из тилта, который сидит в тилте машнит, и вот это типа все в совокупности, из-за того, что опять-таки для меня это была новая роль, мне было вообще, ну, то есть вообще, можно сказать, не до игры даже своей, то есть типа у меня там одна проблема, вторая проблема, я там еще смотрю в радар, что сделать, мне еще играть надо, стрелять, убивать кого-то. Вот. И вот это была основная проблема. И тебя прозвали Декой. Ну, это Дошло да. до этого. Мгм. Тебя это тревожило морально? Ну, Честно. тогда было сложно, да, тогда вот именно давление с комьюнити, ну, конечно, я научился за долгие годы с ним бороться, но когда вот так вот прям сильно, было непросто, да, но не могу сказать, что прям жопа как, типа, было сложно, но со временем, типа, я свыкся с этим и правильно, ну, просто правильные слова для себя подбирал и работал дальше. Мгм. Ну и в итоге Даня параллельно Зевс в комбитами выигрывает Да, Данечка турниры. может нам сказать спасибо, что мы его тогда кикнули. Благодаря этому у нас есть команда в СНГ хоть какая-то, так которая выиграл мажор хоть Слова, один. слова Золотарева, что типа вот в пути есть. Так и я он это нас сразу куда-то так и ведет. сказал, да. Ну, может быть, так оно и есть, неизвестно. Скажи, я выиграю какие-то турниры, да, и вот, ладно, мы выиграем мажор, а вы не выходите из группы. Какое у вас было, какое у вас вообще было, у тебя какие были ощущения, в первую очередь, как ты смотрел на всю эту ситуацию? Ощущение тогда, да, наверное, какой-то безвыходности и незнания, что делать, в первую очередь. То есть настолько тогда устал от этого всего. Вы офигели, что мы выиграли мажор? Я на вас очень много денег выиграл. Мгм. Я же 2 дня подряд спорил, типа, с бразильцами, точнее, с бразильцами я поспорил, там, скажем, там, с Фером на $3000, там, с Колдом на $1000, что вы выиграете. Ну, это бывает, знаешь, такие споры, когда не жалко проиграть. Да нет, я был уверен, что вы их тоже идете просто, типа, когда вы прошли финал, выиграв остались, я уже понимал, что, типа, кто выиграет. Нет, Я ну просто не финал, играл. то понятно. Ну, Ну, так это за финал речь. чисто за финал. Не, было, да, чисто за финал. Мгм. Не, было круто, типа, реально, тогда оказалась команда, думали, вот это, типа, чуваки просто раскрылись, можно сказать. Ты охренел, когда мы с Кейном к вам пришли? Да, вообще, я такого расклада я точно не ожидал. Чуваки мажор выиграют, топ замены.
Ну, для вас Такое это только в было... СНГ бывает. Это Ну, для вас это было как как знаешь, типа новый путь, да, новая какая-то история. Не, ну видишь, типа, для меня это был шок, а Ваня, как я читал его недавно интервью, вот на Хелтворге с Овером, типа, он писал, типа, что он знал, что такой расклад возможен, типа, что вы там общались с ним, виделись до Чемпа еще. За полгода до мажорной победы. Хорошо, Денис, я скажу свое мнение. Когда я пришел в команду, и мы начали тренироваться, то есть я пришел в Нави, мы все знаем эту историю, да, почему мы пришли в Нави, да, то есть я, честно говоря, не хотел, чтобы ты был, то есть у меня не было каких-то уже там неприязни отношений, как-то прошло время, я уже как-то забил, тем более я выиграл мажор, знаешь, как это было все равно, но я смотрел, как ты играешь, и у меня было какое-то двухстороннее чувство, то есть я, с одной стороны, уже тогда были разговоры о Элике. Ну, я Когда знаю. мы только шли, мы хотели взять Да, Элика, да, я знаю. но при этом, когда мы подумали оставить тебя, то есть и Элик не под вопросом, я что-то как-то вот себе сказал, в принципе, не так все страшно все-таки, типа, Сейзет, потому что, когда я уходил с команды, я вот помню тебя, того чувака, который просто причем крепко разруливал ситуации, ну и вообще все жестко. Я думаю, сейчас я вернусь. Я вот вернулся и, честно говоря, охренел очень сильно от того, что я увидел, во-первых, тебя как человека другого, такого, знаешь, какого-то, во-первых, нервного, какого-то вот такого вот, знаешь, непонятного, что происходит, в какой-то в своем каком-то таком вот бункере, знаешь, живущем. А того Дениса, который, наоборот, понимал, все разруливал и давал расклады всем, как бы не стал, да, которого я помню, и вот видел какого-то нового, и который еще и не убивает. Просто который ты раньше клал пачками, да, а тут как бы если ты делаешь один фраг у себя на точке, то типа круто. И я типа как бы начал как бы на это все смотреть и, честно говоря, охеревать, что вот с тобой сделали, пока не было бати за год, понимаешь? Да. С чем это вот связано? Это с вот этим давлением каким-то или что произошло? Это связано и с давлением, и, наверное, в этот период жизни как бы у меня отчасти от этого сбились чуть приоритеты. То есть, типа, лишний раз мне из-за этого того, что такая атмосфера в работе была, то есть, что было сложно, ну, то есть, реально приходил на тренировку иногда как на каторгу и думал, быстрее бы она закончилась, уже съебаться отсюда. Вот, и всегда из-за этого я начал искать какие-то пути в жизни, то есть, что мне доставляет удовольствие, то есть, пойти как-то расслабиться. И, типа, мне из-за этого чуть сбились приоритеты, я там начал гулять, зачем ходить в клубы, тусить. И опять-таки из-за того, что в КС не приносило мне из-за этого общения удовольствия, то есть я стал вместо того, чтобы сидеть тренироваться индивидуально, я начал типа гулять, грубо говоря. Ходили слухи, что ты начал торчать. В клубах именно висеть, там тусовки, там, не знаю, девочки, наркотики, там, все дела. Рок-н-ролл там. Было такое? Нет. Нет? Ну, гулял, висел. Гулял, Без гулял, наркотиков. Да. Да, у нас такая передача, да. Честный геймер поправил. Понятно. Хорошо. Ну и тем не менее, у тебя, короче, вот это все заебало, грубо говоря, да, вот эти все. Атмосфера в команде, получается. Да, именно. Хорошо. Мы поиграли недолго. Какое-то время поездили, понасосались, я помню. В итоге... Ну, у нас одна поездка была просто длинная, месяц. Типа, вы пришли, мы поиграли на буткемпе 2 недели и поехали, у нас 3 чемпа подряд было. Типа, DreamHack в Швеции, потом Нью-Йорк и в Атланте Е-лига. Вот, это были наши последние. Ну, вот Е-лига в Атланте был Я последний помню, план. потом в итоге, да, всех это все достало. По-моему, Саня сказал, все это все заебало, тоже был как бы, и мы тебя кикаем. Берем Элика, у нас начинается свой путь, у тебя свой. Ты идешь во флипсайд, потом, по-моему, у тебя был гамбит сразу, да? Ну, на флипсайд я пошел, типа, это можно сказать, даже по просьбе Золотарева, потому что Элика, типа, были готовы продать только с условием того, что не будет замены на мажор. Вот, и то есть, типа, чтобы он пошел к вам, должен был играть за них я с Тындыном. Вот, и за все, что Нави сделал, типа, я не мог отказать от такого расклада, вот, и я поехал за них. Вот, но я понимал, что это будет только один турнир, типа, мы вряд ли будем играть дальше вместе, вот, и основной целью была реально гамбит после этого. Ты был в гамбит, и, честно говоря, для меня вот реально было шоком, когда они тебя кикнули, потому что ты, во-первых, гамбит играть стали
ну, интереснее и разнообразней в тот момент. И ты достаточно неплохо там играл, смотрелся. То есть я не понял. И ты сказал, что после ухода с Гамбит, да, Кик стал для тебя шоком, и что у одного из игроков были к тебе серьезные претензии. Спустя время у какого игрока к тебе были жесткие претензии? И вообще, почему они тебя кикнули? Был с этим затейщиком, скажем так, Абай. Вот. Как это вообще было? Я пришел в команду, мы что-то играли, Абай типа стал капитаном, вот, но как бы я не видел, он может там, человек в своей натуре, возможно, лидер с какой-то стороны, но когда я с ним играл, то есть вот мы играли, он был капитаном, я понимал, что как бы это не какой-то там жесткий капитан, там, знаешь, с какими-то прикольными колами, там, с какой-то разруливаемой ситуацией, то есть там иногда были колы, а-ля, знаешь, типа, так, ладно, идем, типа, да, просто дадим пизды им жестко, типа, ну, то есть на таком, я понимал, что, типа, это, конечно, все прекрасно, но чтобы обыгрывать крутые команды, типа, просто пойти подать пизду получится. Вот, и нужно что-то поинтереснее, что поразнообразнее. Вот, и мы вот так вот играли. Так как я сначала пришел, у нас был ханимун период свой, мы типа прошли в Катовицу, выиграв вас, не выпустив тогда на лан, потом выиграли вас на ЕЦС, ну то есть типа вначале неплохо играли, потом приехали в Катовицу, там проиграли СКА, поборолись, ну короче так, играли, вначале все было хорошо, потом типа когда уже начало надо было реально работать, начали результаты типа просаживаться. Вот, команда вся сама, не я был инициатором, никто, типа команда пришла к тому, что типа нужно поменять капитана, типа, вот, выдвинули меня на эту должность, скажем так, типа я согласился, сказал да, окей. Там капитана вот. Вообще меняли, как бы вот так вот. Ну да. Я только как сегодня на завтрак, типа. Нет, я только видел на ХЛТВ новость. Новый капитан Гамбит. Проходит пару недель, очередная новость. Новый капитан Гамбит. Это было очень достаточно забавно. О, да, и типа все было круто, то есть я стал капитаном, типа я понимал, что нам нужно делать, как работать. И действительно, первый турнир, на котором... и я так понимаю, что в тот момент, как бы из-за этой всей расклада, что так произошло, Абай затаил на меня, возможно, какую-то обидку, знаешь, такую. Вот. И мы типа тренировались, играли, но постоянно не было возможности нормально даже потрениться, потому что у казахов всегда это ебаная их виза. Им всегда нужно было куда-то съебаться, они улетали к себе домой, потом возвращались. И типа, ну, то есть не было ни разу, вот за сколько я там играл, 4 месяца, ни разу не было, знаешь, такого плодотворного подготовки на буткемпе, крутой, именно когда я был капитаном, типа, к турниру, типа, приехать на чем с какой-то подготовленной игрой. Постоянно какие-то расклады, кто-то куда-то улетает, то, все там, непонятно, короче, такая движуха была. И то, на первый свой чемп, у нас капитан поменялся, кстати, во время лана в Киеве, Бэтснета, я помню. Об этом ХЛТВ не писали. Посередине чемпа прям это произошло, вот. И типа вот первый лан, вот следующий, на который я поехал в роли капитана, это был DreamHack Masters, где мы как раз таки заняли топ-4, проиграли вам в полуфинале. Ну, то есть, типа, я вижу, что мы стали прикольно играть, типа, все круто, ну, то есть, вижу, ну, понимаю, что, типа, нам реально потренироваться, круто подготовиться, типа, и мы можем дальше играть и бороться. Вот, но у команды были другие мысли на этот счет, и мы поехали на чемп во Францию, на DreamHack Tour. И там, типа, Абай там после какой-то игры вообще вышел, типа, и такой говорит, все, блядь, типа, я так нахуй больше не буду играть. Типа, либо я, либо он. Я так держал, знаешь. Типа, либо я, либо он, типа, я стою вообще, типа, я на это чем-то свою девушку взял, типа, там, то есть я вообще в полном ахуе стою, типа, что там происходит. В итоге, типа, приходим к тому, что, типа, мы договариваемся, типа, я говорю, если такая расклад приходит, окей. Дочь становится капитаном на этом чемпе, и, типа, мы играем этот чемп, то есть в туре. Вот, после этого, пососав чемп, я улетаю с девушкой, там остается один день чемпа, мы улетаем в Париж, типа, погулять. Вот, и пока я в Париже, типа, Дося мне пишет, типа, тут, короче, расклад, Даур тебя с Хоббитом уже хотят убирать. Ну, и тебя кикнули, да? Ну, там тоже интересная история, типа, я в итоге собираемся, у нас сразу же после этого чемпа мы прилетаем в Москву из Парижа вместе, у нас там Адреналин Кап, где мы играем с СК, и, типа, мы играем этот чемп. Я говорю, типа, вот что вы там, типа, ну, давайте уже решите, типа, вы либо бреете, либо не бреете. Мне же понимать, блядь, что вы хотите. Вот, они такие, ну, мы не знаем, мы думаем, мы посмотрим. И вот так вот, типа, это все думалось, типа, посмотрим, мне так никто не ответил. И о том, что меня сбрили, типа, я узнал, мы должны были после Москвы лететь на StarLadder. Дальше, чем, типа, и я это узнал вообще от Панды, которого, типа, сказал мне, что билеты вообще на мир уже куплены, не на меня. Вот, а мы в этот момент играли в инете еще отборочные в Кёльн, типа, я последний чемпа, типа, узнав эту новость, сказал, я не буду играть дальше за вас, типа, давайте, что там хотите, то делайте. Тебя это ударило по твоей мотивации вообще? Очень сильно, безумно, типа, я 4 месяца вообще, то есть, занимался чем-либо, но всем угодно, кроме игры в КС, потому что у меня вообще, ну, то есть, типа, это, во-первых, получилось по таймингу еще в такой момент, что мажор
типа, был в сентябре, а это произошло вот в начале лета, в мае, получается. И то есть за 3 месяца уже никто в командах никаких других замен не будет делать. Отборочные уже давно все сыграны, типа, там максимум закрытые квалы какие-то остались тоже, на которые ты можешь. То есть, по сути, типа, меня поставили перед ситуацией, где я никаким образом не могу попасть на мажор, вообще никак. А это, типа, был первый, ну, то есть, мажорка, у меня там была серия тоже, я ни один не пропускал на тот момент, типа, и для меня это вот это пиздец ударило сильно. Ну, я тоже так думаю. Честно говоря, я тогда вообще не понял этого мува. Мне показалось, что ты усилил команду, и все как бы, ну, вот реально мы все... Ну, как я анализирую сейчас просто людей, после выигрыша мажора, возможно, чуть-чуть эго сильно поднялось, и люди не хотели видеть в себе какие-то проблемы, в себе какие-то спад игры своей, типа, что просто признать, что они стали хуже играть, и также попытались найти просто крайнего в очередной раз, типа, и подумать, что исправят. Слушай, ну, это, конечно, интересная история. Как бы многие уже ребята с той команды уже не играют, насколько я понимаю, да. Кто-то играет, непонятно. Но сейчас у тебя новый путь. Ты играешь за команду Кибер Legacy, правильно? Кибер Legacy, и Legacy, как правильно? Ну, Legacy. по-русски Кибер Legacy, типа, да. Мы будем американцы, Legacy. Ага, мы Кибер Legacy. Хорошо. Что происходит сейчас в твоей жизни? Какой у тебя сейчас вообще заряд? Что ты чувствуешь? Есть ли этот заряд? Есть ли у тебя новая какая-то вот нотка вдохновения, мотивации? Расскажи. На самом деле, да, вот был период, когда не знал вообще, играть дальше или нет, хочу я этого, не хочу. И в один момент, вот как раз таки это был где-то май, я в этот момент месяц еще, типа, работал аналитиком, пока вот эта вся коронная движуха на дистанционке был, типа, я из дома, типа, анализировал матчи, также работал на мейнкассе, типа, и смотря вот это все, как идут игры, это, наверное, дало самый большой именно такой толчок, меня это прям зажгло во мне искру, типа, я смотря все эти матчи, турниры, типа, мне очень сильно захотелось снова в эту любимую свою рутину попасть. Вот. Но я понимал, что типа очень долго я не играл нигде, типа вряд ли мне получится попасть в какую-то сразу хорошую команду. Я понимал, что нужно начинать это как бы чуть пониже уровнем. Вот. И тут поступает предложение от самой вот этой организации, то есть как бы у них были уже игроки, грубо говоря, но им типа нужен был капитан. Вот. И поиграв с ними, я увидел некоторые черты в них, из-за которых можно зацепиться, типа, и попробовать вырастить из них хороших игроков в команду. 4 месяца назад ты сказал, или кто-то сказал, что к вам должен был прийти тренер, но анонса до сих пор не было. Тренер так и не появился. Так он пришел, в смысле, ну, пришел Хома тренер. Сразу же, как пришел я, через 2 недели пришел тренер Хома. Но анонса не было. Был. Мы пропустили, значит, где-то, да? Да. Вы тренера этого утвердили? Хому я знаю, кстати. Угу. Да, старенький, 1.6. И как работается сейчас? На самом деле, как бы это смешно не звучало, но, наверное, Хома самый крутой тренер из всей моей карьеры по КС вообще. Ничего себе. Хоть и в такой команде, типа, ну, то есть в плане, возможно, это связано с той информацией, которая вообще находилась в мозгу и вообще была у игроков, скажем так, и тренеров на тот момент. Ну, то есть тоже тренеры же, они же недавно появились, можно сказать, относительно недавно. Вот. И как бы как таковой правильной тренерской работы, это все вырабатывалось, так сказать, своими путями какими-то, у всех по-своему, не было какого-то правильного, грубо говоря, как развиваться в этом. Вот. И он очень крутой в том плане, что у него очень круто понимание реально, как оно должно быть и в макро, и в микро, и он знает все гранатки, и вообще не проблема для него зайти и сыграть вместо кого-то прак или официалку, если там у кого-то какие-то проблемы, он не будет, типа, знаешь, там как Кейн бегал там с 0 фрагов на нюке, типа, дропал клэш и Сани. Он, типа, нормальный игрок, но для тренера очень хороший. И вот реально, типа, из всех тренеров, с кем я работал, типа, он самый крутой, и Вот. он... Можно сказать, что у вас есть синергия. Синергия в любом случае, конечно, есть, да. Но он, ну, то есть без него бы я бы вот учить этих всех ребят бы не справился. Он делает там колоссальную работу, помощь мне. Быстро по поводу клуба. Один из игроков по доте, когда развалился состав, сказал, что не выполняют контрактных обязательств в клуб. У вас с организацией все делает, что должно? Всё. Если брать обобщенно, да, все хорошо, все делается как договаривалось, а по поводу дотерской ситуации, это просто чуть-чуть заевшиеся дотеры, как бы я знаю, что это имелось в виду. Сказать я, конечно же, не могу это тут тебе. Но да, клуб выполняет все обещания поставленные. А жаль, что не можешь. Ну-ну. Да, вот. Ну, то есть, типа, да, в этом плане все
У нас же организация, она же вообще работает в белую, типа, ну, все, у нас, как я знаю, спонсор Росконгресс, 33% имеет из организации. Вот, то есть у нас как бы все в белую, все на государственном уровне, даже можно сказать. Поэтому тут как бы так. Кто что Не за- может быть не выполнено. То есть, что ты подписываешь и ну, заключаешь какой контракт, ты подписываешь его, тут не может не сделаться он. А что ты говоришь, 33%? Что это за 33%? Ну, владеет Росконгресс. Это А. типа государство. Так у вас серьезная, так сказать, поддержка получается, да? Да. Ага, то есть Хорошо. Быстро такой вопросик. Тебе предлагали, вот как-то ты писал, говорил, Envy и Cloud9. Рассматривали, были варианты. Cloud9 не предлагали, но разговор с их на тот момент тренером был, типа, мы общались, да. Но Ну, у то них есть прям нету- оффер именно, прям оффер был от Envy. Там нет Росконгресс. Да. Не, в Envy я жалею, что не пошел на самом деле в тот момент очень Вот, сильно. извини, что туда вернулись, да, вот, Мгм. ну вот расскажи, просто у меня тут вот есть такое. Ну, в Envy я не пошел просто из-за того, что у меня была девушка на тот момент, и она была не готова переехать в Америку. Они тебе конкретно туда предлагали пойти? Да, да, да. Какую зарплату, если не секрет? 8, по-моему. Для Envy что это маловато, как-то 8. Ну, в тогда и принципе, состав как норм. бы был не особо сильный, типа, да. Это какой год, получается, был? 18-й конец. Ага. Они готовы были сделать визу и оплатить? Ну, чтобы Да, девушка, с да, тобой- девушка, да, чтоб с тобой- да, да. Они все это были готовы делать. Девушка не, Мгм. ну, может быть, все. Бывшие. Бывшая. Интересно. И ты писал, ты когда ушел из Гамбит, сказал, что игроки Гамбит не понимали твои колы, да, и поэтому тебе пришлось передать роль капитане Доси. Такая была информация. Ну, Сейчас, это официальная сейчас, версия. сейчас ты изменил свой подход к капитанству, и как молодые вообще к тебе, они смотрят на тебя как на двукратного финалиста мейджоров и игрока Нави? Или вот какая у вас сейчас ситуация? Расскажи. Вот эта фраза, которую ты назвал, это была чисто официально, потому что, опять-таки, ты же не можешь всех деталей рассказывать на тот момент. Вот, как бы все прекрасно понимали, ну, это бред. Вот. Что по поводу моих ребят, то, конечно, да, меня очень сильно все уважают, все меня прислушиваются. И есть, конечно, у них какие-то детские замашки такие, что иногда ты объясняешь, почему, ну, что не надо так делать, они начинают, не то, что почему, типа, они еще, знаешь, типа, хотят набить на себе собственные шишки и убедиться, что, ну да, действительно, он был прав, так не надо делать. Сложности из-за возраста ребят, потому что они реально там одному 20, второму 19, другому 18, и тут у нас именно сейчас как бы идет более-менее такой, мы перестали очень сильно прогрессировать по сравнению с тем, как мы прогрессировали, из-за того, что начали вылезать какие-то такие проблемы, уже больше связанные с жизнью, ну, то есть именно с ребячеством, можно так сказать, и которая мешает прогрессировать. Денчик, ты вот же ж недавно был, тебе тоже было 20 Да, лет. да, Вот ты понимаешь, оно ж. типа, я понимаю, что время... Ты же летит сидит просто 26 жесть. уже такой, да это там сидят просто там малыши. Ты ж у меня вот был, тебе было 20 Да, лет, чувак. да. Я Не, чтоб- я был совершенно другим. Я был паникой, можно так сказать. Ну вы сейчас, какие сейчас у команды цели? Вот вы сыграли, извини, быстро, вот с Нави, где ты там лучшую игру, говорят, там показал просто нереальную, да, там Сейз отвернулся, там Шабаш. Вообще, что сейчас у команды, какой климат сейчас у команды и какие цели? Да, вот у нас был как бы самый важный чемпион, наверное, до конца этого сезона, это Минор, на котором тоже оставил, так сказать, 50 на 50 впечатлений, типа, половина, типа, я расстроился, ну, точнее, нет, начнем так с хорошего, типа, на 50 я доволен чемпионатом, потому что действительно мы сыграли так, как никто от нас не ждал, типа, стрельнули выше своей головы, можно сказать, навязали борьбу Нави, выиграли не карту, Форзов чуть не выиграли, то есть реально с Нави и с Форсом могли выиграть, мы там запулили свои игры. Вот. Остальные игры там другие уже детали, но не вышли из группы. И это был самый главный турнир этого сезона. Вот. И Как видишь, сейчас- он так себе этот турнир. Да. И, ну, цели у команды сейчас на самом деле простые. Они, наверное, до сих пор остаются такими, которые я их поставил летом еще. То есть, как бы нам до конца... Но сейчас это стало сложнее, потому что мы перед Минором специально не принимали никакие инвайты на разные турниры, не играли на ХЛТ вообще, чтобы о нас никакой информации не было, чтобы можно было удивлять команды. Вот, из-за этого мы потеряли все свои очки, которые мы до этого набрали. То есть, как бы сейчас задача войти до конца года в топ-50, вот, а дальше уже смотреть и понимать, с чем работать. Вот это основная задача. Денчик, ну вопрос такой, который я предполагаю уже заранее ответ, но тем не менее я хочу тебя его спросить. Ты когда-нибудь сливал матчи? Нет. А предложения были на слив Да, матчей? были. Много?
Ну, прям вот именно если брать не фановые какие-то вопросы, типа, а вот именно серьезные офферы какие-то, я думаю, раз-два. Ну, два. Это какие деньги, какие суммы предлагали? А мы даже не доходили до обсуждения сумм. Типа, я эти все вопросы всегда на корню пресекал. Что, даже неинтересно поузнавать, сколько денег могу дать? Ну, типа, я знаю, сколько дотерам, типа, за эти движухи платят, и... Дотеры да, сливают. Безумное количество. В Китае так там больше сливают, чем выигрывают. И сколько платят? Тут мне уже Ну, интересно. зависит от тир матча. Ну, понятно. Ну, как я слышал, типа, как мне говорили ребята некоторые, что, типа, там якобы за мажор, там, грубо говоря, игра на мажоре слитая может стоить для кейсеров, сколько они говорили, там, по... Блин, сейчас, подожди, надо вспомнить. Получается, порядка 20 тысяч, что ли, долларов, что-то такое на человека. За один слитый матч на мажоре. Мгм. Ну, на мажоре как-то вообще туповато, там можно выиграть. Ну, да. Или это Не, ну как-то- смотря в каком ты статусе туда едешь. А дотеры тебя сколько сливают, сколько ты зарабатываешь? Ну, как я знаю, типа, если левые какие-то матчи, то есть такие там, знаешь, тир-3 эшелона в китайских лигах каких-то, Мгм. там они получают там за матч а-ля по 500 баксов. Такое что-то как-то. Да. Ну, а серьезные, то есть... Ну, Ну, тем не- серьезно не знаю, дотеров с матчей. что Ну, там на получают. мажоре по 20 тысяч, короче, предлагали. Ну, есть такая. Ну, история. типа, да, говорили, что такое. Ну, понятно, мы же понимаем, Денчик, что ты там Там аккуратничаешь. одна-две. Да. Во-первых, хочется спросить тебя, ты все-таки уже у нас тоже опытный капитан. Что ты можешь таких основных парочку советов дать молодым? Советов дать? Ну, Капитанам парочку или уже. на игрокам? Ну, игрокам и капитанам. Парка, что хочешь от себя просто. Уже Да. с высоты, С скажем так, высоты. посмотрев опыта. Работайте, забивайте на какую-то свою реальную жизнь, если вы горите этим, пробуйте, потому что в нынешних тенденциях раньше-то можно было еще как-то совмещать, там гулять, что делать, встречаться, типа сейчас, если ты действительно хочешь вырваться в топ, ты должен работать больше остальных, а остальные работают безумное также количество сейчас времени, и чтобы стать лучше, действительно тебе придется на пару лет забить на свою жизнь вообще реально. Ну, вот это единственное, что могу сказать. Тут вы должны сами думать, хотите вы так жить или не хотите, и готовы ли вы идти на такие жертвы или не готовы. Расставить, так сказать, в корне свои приоритеты, да? Да, И понимать, что вас ждет. Наш вопрос наших интервью, рубрика «Что ты считаешь главной победой, что главным поражением?» Если оно как-то связано с моим там киком или со мной, это не считается, если вдруг такие есть мысли. Вот. Что ты считаешь главной победой и главным поражением? Наш такой вот вопрос. Подумай. Главным поражением обязательно финал с бразильцами. Как я говорил, это, наверное, типа более ничего меня не грустило, чем эта ситуация, наверное, даже... Нет, ну в жизни нельзя так говорить, но вот именно связано, да, вот, наверное, с результатами. А победа, что я смог все-таки, несмотря на ограничения своих родителей, связать свою жизнь с киберспортом, и в итоге благодаря нему у меня есть все, что у меня сейчас есть. Вот, наверное, как-то так. Я считаю, тоже дополню твои слова, если можно, что Конечно. твои главные победы еще могут быть впереди. Вот, я считаю, что большая твоя победа, что ты нашел мотивацию, силы, и сейчас вернулся и играешь, и чуть не выиграл там у Нави, как бы несмотря ни на что, все равно это серьезный результат, и вы прогрессируете, вот, что ты нашел себя и продолжаешь искать, и пошел какой-то вот подъем, я считаю, это очень круто. И я скажу, что у нас, я знаю, что ты подготовил призы, потому что все, у нас будет конкурс, мать его вашу, ребята. Не знаю, какое интервью мы сделали для вас, мы старались, я хотел... Я думаю, что это интервью получится интересным. Все вопросы, которые все так все спрашивают, были затронуты, и как бы теперь все знают, все как есть. Да, мы Даже хотели... Есть некоторые, то, что и не затрагивалось нигде еще, поэтому Инсайдики. интервью, да, отчасти эксклюзивные. Вот, И что же так вы там что, подготовили, Как Денис? все спрашивают, а ты общаешься с Даней еще? Как у вас отношения с Данечкой? Нормально. Любимый вопрос в Инстаграме. Все хорошо у нас, пацаны. Первый Да. подарочек будет вот, естественно. Эксклюзивный, таких вы не Ты же купите распишись нигде. только ж обязательно. Ну, логи, конечно.
Ну, как бы и тебе-то надо расписаться, интервью-то общее у нас. Ну, тут не надо. Вот. Да. Ну и второе, тоже как бы эксклюзивчик, футболка, Киберлегаси сейчас в форме. Слушай, ну мы, конечно, придумали такой себе crazy конкурс, но тем не менее, это мы решили скреативить. Ребята, смотрите. Ну давай по чесноку, ты просто не знал, что у нас есть тренер и все. Нет, мы предполагали, что он есть, но мы решили. Ну, мне кажется, мы можем как бы изменить эти правила, потому что и придумать что-то другое, что-то свое. не Тут знаю. уже давай показывай свою импровизацию. А, Сможешь ты придумать сейчас что-то новое? Ну, вообще, как бы, чтобы вы понимали, конкурс изначально был такой. Выберите тренера для Кибер Legacy, Legacy мне нравится назвать, как Лас-Вегасе, Legacy, и придумайте сценарий ролика, которым его бы можно было представить. Самый креативный вариант получит подарок, соответственно, самых два креативных варианта получит один кепку, другой футболку, да. Там, первое, второе место. Скажем так, хотя кому что, непонятно, и то крутое считают. Но это был вот изначально такой конкурс. Ну, я думаю, залетит такое, или это можно такое запустить? Да, в теории может залететь, да. Но я думаю просто, что кто бы был тренером, как бы не увидим каких-то таких очень много оригинальных Какая ответов. разница? Какая разница? Пусть ребята пишут. Ребята, Ну да, пусть стараются. еще раз, смотрите, выбрать тренера для Legacy, да, придумать сценарий ролика, которым его бы можно было представить. Понимаете? Ну, Это типа, да, анонс, грубо анонс говоря, тренера нового, да. в какой-то вообще креативный, крейзи, сумасшедший вообще трэш можете придумать, какой самый прикольный, самый интересный сценарий, который, да, вот об анонсе мы выберем и вручим 2 подарка от Дениса Сейзета вам. Да, нормально? Мне кажется, будет круто. Дэн, спасибо. Я считаю, что это было крутое интервью. Мы обсудили очень много классных моментов. Мне понравилось. Так что вот Да, было круто. жму руку. Надеюсь, ребятам тоже понравится. Так что поддержите и лупите лайк.